Попробуй размотать клубок претензий к Израилю, указывая первопричину тех или иных событий. Это упрощенная версия. Претензия. Почему Израиль отключил воду? Потому что Хамас начал войну, а Израиль воду поставлял добровольно и бесплатно. Также Хамас показал, как делает из водопроводных труб ракеты, то есть вода им не нужна. Претензия. Хамас не считается террористическими арабскими государствами. Хамас признан террористами и ближайшими соседями Египтом и Иорданией. Они знают, о чем говорят. Палестинцы пытались совершить переворот в Иордании в 1970-м, а в Египте в 2013-м. Претензия. Почему Израиль бомбит мирные города? Во-первых, Хамас начал войну. Это война, если вы еще не поняли, и отвечает за нее тот, кто начал. В войне умирают военные и гражданские, страдает инфраструктура. Хамас точно так же обстреливает Израиль. Во-вторых, Израиль демонстрирует места пусков ракет Хамас, которые осуществляются из жилых застроек. Так что это снова вина Хамас, что они прикрываются мирными жителями. Каждый случай в истории, когда Израиль бомбил Палестину, был ответом на их бомбежки. Также Израиль призывает мирных жителей эвакуироваться, а Хамас перегораживает им путь. Претензия. Эвакуация мирных палестинцев бесчеловечна. Бесчеловечным был теракт Хамас, который является первопричиной всех остальных событий. Израиль также эвакуирует и свои города из зон обстрела Хамаса и Хизбаллы, причем те не целятся по военным объектам. В ситуации с больницей это был неудачный запуск исламского джихада по Хайфе. Ракета не долетела и попала в больницу в Газе. Их ракеты часто не долетают до Израиля, и все это много раз зафиксировано на видео и со спутников. Претензия: Израиль оккупирует Газу. Если Израиль оккупировал бы Газу, Израилю бы не пришлось проводить наземную операцию в Газе. Оккупация – это присутствие армии, ее там нет. Претензия: Израиль блокирует Газу. Израиль не может блокировать Газу, потому что она граничит еще с другими странами. До войны в Израиль ездили палестинские рабочие, как иорданские или египетские, а в Газу доставлялись гуманитарные и другие грузы. После войны Израиль, естественно, закрыл границу. А почему ее закрыли арабские страны, спросите у них. Претензии: Израиль заморозил переговоры о двух государствах. С Хамасом невозможно вести переговоры о двух государствах, потому что их манифест декларирует уничтожение Израиля. Переговоры о двух государствах возможны с кем-то другим. Претензии: Израиль бомбит Палестину 75 лет. Израиль не может ее бомбить 75 лет, потому что до 1967 года ее территории присвоили себе Египет и Иордания. Когда между Палестиной и Израилем поделили землю, Иордания и Египет забрали себе землю Палестины. Потом Израиль отбил у Иордании, например, Хеврон и подарил его палестинцам. Израиль освободил Хеврон для палестинцев. Претензии: Израиль занимает земли, которые получила Палестина при разделе ООН. Израиль занимает больше земель, потому что после раздела евреи согласились, а арабы отказались. Арабы начали войну и, как водится на войне, потеряли землю. Занятые земли являлись стратегическими точками, откуда производились обстрелы Израиля, например, Голландские высоты. Есть пример, когда Израиль возвращал землю. Для этого надо просто заключить мир и придерживаться его. Так было с Синаем. Израиль отвоевал Синай, но потом вернул его Египту, и с тех пор Израиль не бомбит Египет, а Египет не бомбит Израиль. Так может быть со всеми другими землями, которые перестанут представлять угрозу для Израиля. Претензия: евреи в принципе оккупанты и не должны были создавать государство. Во-первых, Израиль и евреи появились на этой территории за 1600 лет до арабов, о чем вы можете прочитать в Библии, Коране или других источниках. И оккупантами являлись арабы. Во-вторых, часть еврейского населения непрерывно проживала на этих землях с библейских времен. Претензии: евреи выгнали арабов из домов. Евреи выгнали арабов из домов, когда арабы начали войну. При этом евреев выгнали из домов в арабских странах. Некоторые арабы в знак протеста выгнались сами, другие остались. Их сейчас пятая часть населения. При этом из арабских стран евреев действительно выгнали окончательно, лишив всего имущества и недвижимости и не позволяя вернуться. Благодаря чему, кстати, население Израиля очень увеличилось. Претензия: в Израиле геноцид или апартеид арабов. Апартеид – это раздельное существование условно высших и низших групп населения. Геноцид – это уничтожение народа. Количество арабов в Израиле растет, а в 21 году имя Мухаммед было самым популярным среди новорожденных мальчиков Израиля. Также в Израиле нет структурного разделения на арабов и неарабов. Каждый может работать и жить где хочет, совместно пользоваться транспортом, другими услугами, благами. На первом этаже моего дома живут арабы, слева их соседями являются ортодоксы, а справа эфиопы. У арабов и эфиопов даже есть всякие привилегии, преференции.
они могут набрать меньше баллов для поступления в вузы, получают какие-то дополнительные пособия. Претензия: Палестина была захвачена евреями. Палестина не была государством, чтобы быть захваченной кем-то. Палестина была округом британского мандата, а до того Оттоманской империи. В Палестине не было правительства, собственных денег, конституции. В Палестине жил кто угодно – арабы, евреи, друзы, европейцы, турки. Палестина является названием Израиля, которое придумал император Адриан во II веке. А вот когда ООН разделила Палестину на Израиль и Палестину, арабские государства действительно захватили Палестину. Это были Египет и Иордания. И до сих пор часть Палестины оккупирована Иорданией. В целом, современный этап конфликта заключается в следующем. Есть верхушка Хамас, который зарабатывает на войне деньги, а сами они в Палестине не живут. Они выпускают ракеты в Израиль, ракеты прилетают в ответ, разрушая что-то в Газе. Хамас требует у мира деньги на гуманитарные нужды, это просто бизнес. И Хамас не интересует народ Палестины. Рядовые же члены Хамаса действительно фанатики. В конце концов, мы добрались до VI века, когда в Палестину пришли арабы и, не умея произносить буквы «П», потому что ее нет в арабском алфавите, переименовали Палестину в Фаластин. Название Палестины появилось во II веке, а до того это был Израиль и Иудея. Евреи пришли на земли Евусеев в 1000 году до нашей эры. Ассимилировали последних и основали свои города. Все города-регионы, кроме Рамлы, были основаны евреями или позже крестоносцами. Здесь мы подошли к началу этого упрощенного описания запутанной истории. Дальше вы можете только сказать, что все понятно. Мы просто не любим евреев, поэтому придумываем все свои претензии. Но это означает, что вы являетесь просто антисемитами, неонацистами и последователями Аллаи Изыча, и вам суждено корчиться от злобы в собственной блевотине. Израилю дискутировать с вами неинтересно. Проблема региона легко может быть решена палестинцами. Демократизировать власть, сделаться мирными и созидательными, как ОАЭ, которыми у Израиля даже без виз. В этом случае, когда Израиль перестанет соседствовать с непредсказуемым врагом, будет свободное пересечение границ, свободная торговля, обмен технологиями, и к общему удовлетворению возвращены какие-то территории.